Всем привет, меня зовут Веруша, и я думала, что мы завтра с вами встретимся, но мне продолжают поступать комментарии к моему предыдущему видео, поэтому там я говорила про ухаживание за женщиной и про скупость мужскую. Я уже понимаю направление этих комментариев, поэтому я хочу сказать, вы все неправильно поняли, все не так, это экстренный выпуск. Я хочу прокомментировать ваши комментарии, хочу сказать, по полочкам разложить свое видео, ведь я в том видео говорила какие-то частные случаи, но я не говорила, что так правильно делать. И также меня очень удивило, что мужчины очень буквально восприняли слово ухаживать, как будто я говорила или имела в виду, что мужчина с незнакомой женщиной должен сразу распахнуть кошелек, ошеломлять покупками, какими-то подарками, дорогими ресторанами. Я вообще такого не произносила. Более того, я так не считаю. Я сегодня поставлю себя на место мужчины, куда бы я повела девушку на первое свидание, платила бы, не платила за нее. Вообще, как я к этому отношусь. И знаете, особенно с современными женщинами, когда они идут, вот все знают, как называют таких женщин, они идут, просто кушают без стыда, без совести, скажем так, за счет мужчины, потом ему в этот же день говорят «пока», прекрасно понимая, что просто использует этого мужчину, и больше никогда не появляются в жизни. То есть женщинам не очень нравится, когда их используют, они там могут плакать в подушку потом, но когда они таким образом используют, что-то они не задумываются вообще, может быть, что-то не так. Поэтому я вообще считаю, что отношения не должны начинаться с финансовой заинтересованности. Отношения, вообще-то, мы забываем, человеческие должны строиться на симпатии. Когда мужчине нравится женщина, или когда женщине просто нравится мужчина, и она хочет узнать его просто как человека. И вот так вот должны изначально отношения начинаться, когда просто один понравился другому. И мало кому из мужчин понравится, когда женщина не заинтересована в нем как личности, а заинтересована только в его расходах и в его кошельке. И сегодня скажу, может быть, кому-то интересно, у меня никогда не было в сознании использовать мужчину. Когда мне писали зрители, что вот так вот сейчас происходит практически в каждом видео, у меня, конечно, волосы шевелились, потому что а что так можно было? Я даже не представляла и в дальнейшем не планирую использовать мужчин. Ну, то есть это же вообще ужасно нечестно. Я считаю, что все-таки мы в ответе за то, что мы делаем, и потом все равно тебе за что-то прилетит. Вот, за то, что ты делал не так. Но у нас, к сожалению, видите, сейчас это никак, такие поступки никак не порицаются, женщина не стыдится этого и, в общем-то, считает, что все в порядке. Знаете, очень быстро пробегусь по системе, хочется сказать два слова. Вот если поставить женщину и мужчину, вот они на цепи, да, и направить друг на друга, и цепь оборвать. И вот они, вот война полов сейчас, да, это ты, вот, понимаете, а эта система так выстроена. Тут кто-то там наверху сидит такой, думает, ну как это я все молодец, да, придумал. А они там все что-то разбираются, не знают, как им там договориться, кто прав, кто виноват, поэтому вот так вот, да, капитализм. И я хочу напомнить, да, в советское время, может быть, кто постарше помнит, хотели ввести такую идеологию, полный стакан называлась, когда вот, например, то есть хотели уйти от этого старого такого понимания, что все строится только, ну, что должны отношения строиться и семья на любви. И вот этот вот полный стакан, он как бы должен был работать, эта идеология, по схеме такой, когда ты утоляешь жажду. Вот, например, мужчина идет, видит, женщину привлекает, но у него срабатывает инстинкт.
И вот он не должен по этой идеологии сдерживать себя. Вот он должен как бы, да, вот, в общем, воспользоваться. И это тоже и на женщин хотели направить. То есть, в общем-то, не нужно бояться своих инстинктов. Вот захотел и удовлетворил себя, вот как будто ты удовлетворил себя, когда хочешь, когда у тебя все пересохло, да, когда хочешь попить. Вот. То есть якобы это нормально все, и, в общем, надо отбросить все лишние стереотипы. Поэтому те, кто вот, понимал, да, что, в общем-то, этим можно управлять, поэтому система так выстроена, понимаете, что получается, что на кухне-то уже не договориться, да, или уже не договориться просто с женщиной. Когда ты с ней знакомишься, мужчина, это многие причины-то какая у мужчин, многих проблема с женщинами в том, что они сейчас в женщинах не уверены. Эта женщина может общаться с ним, при этом она еще может общаться и со вторым, с третьим, четвертым, пятым. У меня лично была такая знакомая, и когда я говорила, что вообще не очень это честно и порядочно, но с другой стороны, а что я буду говорить взрослому человеку, она сама строит свою жизнь, но я понимала для себя, что я бы так не сделала. То есть она уже встречалась долгое время с мужчиной, держала его рядом с собой, и при этом она все время искала получше вариант. Это вот так вот какое-то количество женщин делает, да. То есть в поиске вот этого хорошего варианта. Но мне кажется, что вот мне очень понравился комментарий, кто-то написал, не помню автора, к сожалению, спасибо вам за этот комментарий. Когда женщина находит своего мужчину, то она закрывается от других мужчин. Вот мне кажется, что так и должно быть. Когда вот даже по себе могу сказать, что вот там я даже прекращаю общаться с мужским полом, то есть вот там друг там прям, не друг, но вот в записной книжке, да, если кто-то вот там раньше какая-то связь была, все, я ее сразу прерываю. И, в общем, могу даже на мужчин вообще не смотреть, там, то есть даже уже молчу про какой-то такой интерес в глазах. То есть я буду мое все желание будет там, видеть этого мужчину, я буду думать только об этом мужчине. И мне кажется, это правильно. А потом мне кто-то из комментарий такой хороший оставил по поводу расточительства мужского, что вот якобы я говорю, что что это плохо, что мужчина считает свои деньги, как бы, да, но это в контексте скупости, но я не говорю, что это плохо, я как раз за то, чтобы мужчина считал деньги, мне нравится такой подход, я сама раньше не могла считать деньги, потом научилась, и это грамотно по жизни, это очень помогает, и тем более, если говорить о семье в дальнейшем, да, когда мужчина распоряжается грамотно деньгами, это очень здорово, а в противном случае, если мужчина не представляет, как обращаться с деньгами, то деньги просто будут утекать в никуда, неграмотное будет распределение. Поэтому я такого тоже не говорила, то есть я здесь за то, чтобы как раз-таки, и поэтому, когда речь заходит о первом свидании, если бы я была мужчиной, сейчас хорошая погода, можно пригласить в парк, например. Как я тоже написала в комментарии мне кто-то из мужчин написал, что они не соглашаются, женщины, идти, что типа ты что там, как это слово нищеброд, да, там, я извиняюсь, но вот да. То есть, значит, я бы сказала, нет, так нет. Все, как бы... А зачем? А почему обязательно нужно идти в кафе? Я просто не очень понимаю, что за стереотип такой. Для общения не обязательно сидеть, как вот тоже в комментариях кто-то написал, что мне не хочется сразу видеть человека, который сидит и жует, к примеру.
Ну, то есть, как бы, да, ну, можно там кофе, к примеру, выпить, но это тоже не обязательно, абсолютно. Я говорю, воспользоваться можно хорошей погодой. И, конечно, когда уже холодно, да, здесь уже вот момент, все-таки это, конечно, речь идет о каком-то кафе. Но, ну, не соглашается, ну, все, значит, ну, зачем? А зачем идти на уступки женщины, вот даже если говорить про траты? Получается, женщины, к сожалению, не понимают этого, да, и не думают об этом. А я вот, кстати говоря, задумываюсь. Ну, задумываюсь, вот, к примеру, мужчина отводит первый раз женщину. Так это он потратит, наверное, 5000, если вот такой средний ресторан, такси отвезти, цветы купить. Цветы сейчас тоже не дешевые. Ну да, это только одно свидание, один подход. А это же должна быть серия этих свиданий. Это же, как это, всю зарплату. А если кто-то получает там 40 000, это же вся зарплата только на свидание уйдет. Еще мне в комментариях писали, что вот я не скуплюсь, я плачу за женщину, а она даже мне благодарность там не сказала, как будто это все в порядке вещей. Но если женщина неблагодарна, то вообще с такой не надо иметь дело с женщиной. Если она изначально вас не благодарит, то потом-то вообще она будет воспринимать это все как должное. Это просто мой совет сразу же отправляться от этой женщины подальше, потому что женщина должна понимать, что если что-то для нее делают, она должна благодарить мужчину однозначно. И хотела сказать, вот, что я думала по поводу ухаживания, что я хотела сказать в видео. Понимаете, я говорила, когда мужчина на протяжении жизни, считаю, все-таки должен поддерживать вот это вот состояние ухаживания. Это же значит, например, вот раз собрались куда-то, поехали. То есть это, знаете, как не обязательно это про какие-то большие растраты. Ухаживание может быть забота. Не знаю, приоткрыть дверь там, или где-то, понимаете, именно для твоей женщины позаботиться. Ведь мужчине тоже нравится забота, когда о нем заботятся. То есть ухаживание не обязательно, чтобы это тратить очень много денег. Я это вообще не хотела сказать. Я хотела сказать, чтобы мужчина был на протяжении жизни внимателен к женщине. А проблема-то семей многих в чем? Вот этот огонек потухает, потому что пропадает и романтика, и пропадает такое желание друг друга радовать, интересоваться друг другом, интересоваться там, не знаю, ну, что чувствует другой человек. Как-то со временем часто бывает в семье люди уже начинают так жить на одной площади и думать, что ну, он уже никуда не денется и все в порядке, но отношения-то надо поддерживать, поэтому я в этом смысле это имела в виду. Что касается, значит, я там разбирала видео по поводу свадьбы, и я не договорила, у меня тайминг видео определенный, и история там девушки была, тот, кто интересно, посмотрите до этого видео. История этой женщины была в том, что она платила за все. Я там сказала просто про свадьбу, что она купила платье, а мужчина потом, в итоге они расстались из-за скупости его, а мужчина потом купил машину себе новую, но при этом ситуация там в чем была? В том, что они снимали квартиру, она за это все платила. Он только на протяжении всех их совместной жизни ныл, что у него нету денег. Собственно, вот продукты она покупала, вообще все она покупала, и свадьбу всю она организовала, потому что она хотела эту свадьбу, он сказал, хочешь, все делай сама. Вот, и поэтому, она как бы вот такая была, она говорит, я вот понимаю, ну, действительно, там, может, денег нету, все, хотя очень ее это напрягало. То есть, понимаете, вот как ситуация, немножко я не договорила и не так поняли.
в комментариях мне кто-то написал, что вот мужчины более щедрые, женщины там удавятся за какие-то чаевые. По поводу чаевых могу сказать, что на самом деле, вот я говорила там в том видео, да, но действительно чаевые и женщины не все оставляют. Потому что если тебе нравится обслуживание, ты оставил, не нравится и не нравится. Почему мужчина должен везде все оставлять? Он же тоже человек. Чем он отличается от женщины в этом смысле? Ну и по поводу мужчины, которому я предложила оплатить на первом свидании, это был очень обеспеченный мужчина, он мог себе позволить рестораны какие хочешь, но он меня не водил изначально в дорогие рестораны, и я могу сказать, что у меня даже изначально не было мысли, что он скупой, что он не может себе позволить, что он там экономит на мне. Я даже об этом не думала, и мы изначально ходили в недорогие места, то есть там какая-то шоколадница, потому что мы просто хотели действительно узнать друг друга, и я, правда, вообще не просчитывала или там не уговаривала его, а пригласи меня туда. То есть вот как-то, мне кажется, что если есть желание у мужчины, то можно будет сделать что-то потом, когда ты уже будешь уверен в этой женщине, что хочется продолжить общение. А когда вот мужчина включает тоже демо-версию, вот просто получить близость с женщиной, тогда это и есть рыночные отношения. Мужчина купил себе близость, то есть он пригласил ее, оплатил счет, тогда, в общем-то, все честно. И произошла эта близость, все. И люди больше не увиделись, да. То есть в этом смысле, да, и я в том видео как раз своем и говорила, что все-таки, если речь идет о выстраивании хороших отношений, люди все-таки должны не один, не два раза, не три, а постепенно узнавать друг друга. И вот после того, когда вы узнали, вы уверены, и все, проговорить моменты, вот после этого я бы тогда бы уже какие-то, может, подарки, да, если бы было такое желание. Просто женщина должна понимать, что мужчина ничего не обязан. Все, уже стемнело, спасибо большое за просмотр, и увидимся уже завтра на стриме, буду вас всех ждать, пока!